Привет, друзья! В этом видео я хотела бы рассказать вам о своих рукодельных швейных планах на ближайшее время. Но сначала я, конечно, хочу вас поблагодарить, всех, кто подписался на мой канал, всех, кто меня смотрит, всех, кто меня комментирует. Это очень важно для меня. И в этот раз нас набралось уже 5000 человек. Если бы вас было меньше, я бы все равно делала этот контент на самом деле, потому что это мое хобби, я очень люблю рукоделие, очень люблю шить, но из-за того, что вас уже так много, значит, это нужно не только мне, но еще кому-то, мне это невероятно приятно, спасибо вам большое, честно, это очень-очень здорово. И поэтому сегодня у меня такое видео немножко просто такой ненапряжный рассказ о том, что у меня есть, что я придумала. Надеюсь, вам будет интересно. Кроме того, мне нужен будет ваш совет, потому что у меня, если честно, по поводу одной вещи просто не особо какие-то идеи есть. Так что давайте начнем. Прежде всего, я бы хотела рассказать о том, что я задумала сшить себе очень интересное фланелевое платье. И я нашла очень прикольную выкройку. Мне кажется, что фланелевая ткань прям замечательно подойдет для этой выкройки, потому что платье как раз такое немножко свободное, длинное, очень должно быть теплое, уютное. И на фотографии мне очень понравилось, что девушка в кроссовках, а не в туфлях, потому что вообще чаще всего сейчас я хожу в удобной обуви с рюкзаком, потому что ходить приходится много. Если я куда-то иду, то это большое расстояние, как правило, поэтому мне нужно удобное, практичное платье, но при этом женственное и красивое. Сам фасон мне очень понравился, и я для него уже даже склеила, подготовила выкройку. И я нашла замечательную ткань, мне очень повезло, но искала я ее долго, потому что в своей голове я уже придумала, как должна выглядеть эта ткань. Это самое страшное, когда ты знаешь, что ты хочешь, и просто не можешь это найти. Чаще всего я покупаю ткани на каких-то больших маркетплейсах, типа там Амазона, Wildberries, но там не было ткани, которую я хотела. Я хотела фланелевую ткань с очень мелким рисунком, чтобы вот издалека даже не было понятно, что там нарисовано, чтобы это все в такую однотонную дымку сливалось. И я хотела, чтобы это был рисунок какой-то растительный. То есть, чтобы это были какие-то ягодки, цветочки, листочки и, цвет какой-то, да, приятный все-таки. Вот я нашла на одном из интернет-магазинов как раз вот такую вот ткань. Я постараюсь найти, что это был за магазин. Я там первый единственный раз заказывала ткань, но мне ткань очень понравилась. И понравилось, что там этой фланели просто много, видимо-невидимо этой фланели. Так что, если вы любите фланелевую ткань, то пройдите по ссылочке в описании, посмотрите, может, вам тоже что-то подойдет. И я очень переживала, что пришлют какую-нибудь фигню, потому что я там ни разу не заказывала, но пришло все вовремя и очень красиво упаковано. Так что советую на самом деле. Я думаю, что я там еще раз что-то закажу, мне прям зашло. Чем мне еще понравилась выкройка этого платья? Тем, что к ней в комплекте идет также на основе этого платья выкройка жакетика. И я думаю, что это очень хорошая идея для того, чтобы сшить себе какой-то летний костюм. То есть взять вот этот жакет, сшить к нему какую-то простую, например, юбочку, и получится просто конфетка. Так что я думаю, что я еще не раз использую эту выкройку. И вообще, в принципе, вот верхняя вот эта половина платья, она очень классная. Кроме того, я еще думаю, что, возможно, к этому платью я сошью воротничок. Мне кажется, что вот нужно сшить, здесь прям просится какой-то такой очень скромный, очень такой лаконичный воротничок небольшого размера, накладной, чтобы платье делать немного более нарядным. Может быть, это будет воротничок с вышивкой, может будет однотонный, может там еще что-то я придумаю, но явно он будет какой-то такой сдержанный. Дальше у меня есть два прикольных отреза шерсти. Я все-таки решила, что праздники закончились, хорош всякую дичь шить, надо что-то нормальное сшить. И вот я решила сшить себе как минимум одну юбку длинную. Это будет юбка-карандаш из шерстяной ткани в клетку. Она будет длинная до колена или ниже колена. Наверное, даже ниже колена. Я вообще обожаю юбки-карандаш. Это для меня, знаете, типа джинсов. То есть это вещь, которую можно носить вообще каждый день. Они мне невероятно идут. Я прям
Обожаю юбки-карандаш, просто очень их люблю. Я думаю, они вообще многим идут, потому что они очень украшают фигуру. И вообще в этих юбках довольно удобно ходить, на мой взгляд. И в них можно тоже ходить вот без каблука, можно ходить на каблуках, кому как нравится. Я вот без каблука хожу в длинных юбках, мне очень нравится. Вот. И эти две ткани, это значит одна шерстяная ткань у меня получается в клеточку, вторая у меня однотонная ткань. Обе этих ткани мне отдала мама, она их купила, наверное, лет 20 назад, то есть это реально очень-очень старые ткани, но я их постирала, они пережили все это время без потерь, то есть выглядят они нормально. Вообще мама покупала эту ткань на юбку, но она вот всегда любила юбки короткие, то есть выше колена, а я такие юбки терпеть не могу, причем с детства. Поэтому я не буду шить из нее короткую юбку, либо я добавлю какую-то еще другую ткань компаньон, не знаю, может кожу, пока у меня вот идей нет насчет вот этой вещи. И хочу шить либо длинную юбку тоже, но как-то юбок у меня, по-моему, достаточно. Либо вот я, может быть, сошью какую-то жилетку. Я вот нашла на Пинтересте очень прикольные такие жилеточки женственные. Мне нравятся по фигуре, такие прям приталенные, красивые. Жилетка мне чем нравится? Тем, что она очень хорошо разбавляет гардероб. То есть вот просто рубашка как-то с штанами, с брюками, с юбками, ну это как-то банально. А вот жилеточка, она и с брюками, и с юбками сочетается, во-первых, со многими. И во-вторых, она начинает как-то интересности образу добавлять. К жилеточке можно там и брошку какую-то приколоть, можно там на шею что-то интересное надеть. Я, наверное... Ну, навряд ли я найду прям подходящую готовую выкройку. Может, вы какие-то такие выкройки знаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Либо я, может быть, с нуля что-то смоделирую, сделаю на манекене, например, да. Проще всего, мне кажется, на манекене смоделировать что-то такое. Но единственное, мне кажется, полметра, не знаю, наверное, по высоте может не хватить. Поэтому, возможно, придется все-таки... тоже с чем-то комбинировать. Если у вас еще есть какие-то идеи, что можно сделать из куска, который полметра на 1,5 метра. Ну, такое тоже вот не короткую юбку, да. Вот если у вас есть какие-то идеи, шорты я тоже не хочу. Как-то вот шерстяные шорты, я не осуждаю никого, кто их носит, но это вот не мое, честно. Не люблю шерстяные шорты. Мне это кажется какая-то вещь, ну, не знаю, странная. Вот. Я не люблю их. Поэтому, если вот есть идеи какие-то у вас, кроме юбки короткой, кроме коротких шорт, что можно такое еще из шерстяной ткани сделать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вас очень прошу, потому что я просто без понятия. Вообще, я бы хотела всю весну посвятить разбору своих рукодельных запасов и разбору своего гардероба. То есть, если какие-то есть ткани, которые можно бы во что-то в дело пустить, значит, из них надо что-то уже сшить, пусть они уже не хранятся. Если есть какие-то вещи, которые мне в принципе нравятся, но надоели, может, их стоит переделать. Я также нашла пару вещей, которые можно переделать из взрослых, сделать детские вещи, потому что дети, даже если вот аккуратно что-то носят, все равно они очень быстро растут, поэтому вполне, я считаю, нормально переделать взрослую вещь в детскую, чтобы ребенок еще поносил эту вещь какое-то время, если хорошая ткань. Поэтому я буду расхламляться, буду это все переделывать, надеюсь, мне хватит на это времени, я очень сильно на это надеюсь. Так что оставайтесь со мной, смотрите мой канал, пишите комментарии и делитесь своими идеями. Я на самом деле все читаю, мне очень важно, что вы пишете, поэтому оставайтесь со мной. Скоро увидимся. Пока-пока.